Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету. Абсолютное большинство браков в мире не по любви, по расчету. Я же много спрашивал, удобно ли мне, хорошо ли мне. Он резко отличался от окружающих. Он очень мало говорил. Он думал. Экспрессивным он Его был тогда? глаза... Тоже эпатаж, да? Нельзя быть задумчивым. Я молчал, опять эпатаж, да, скажешь? Утром, после первой брачной ночи, Владимир Вольфович мне говорит: ты будешь женой министра. Но только совсем недавно я поняла истинный смысл этой фразы. Ведь он не сказал мне: я буду министром, а ты у моих ног. Он сказал: ты будешь женой министра. И вот эту тонкость я поняла только сейчас. Владимир Жириновский – одна из самых видных и ярких фигур на политической арене России, основатель и председатель Либерально-демократической партии ЛДПР. Был заместителем председателя Госдумы Федерального собрания РФ на протяжении 11 лет. Свою популярность у народа Владимир Вольфович объясняет просто: он никогда ничего не делает специально и всегда выступает открыто и честно. Родился Владимир Вольфович Жириновский 25 апреля 1946 года в Алмате. Биологический отец Вольф Исаакович Эйдельштейн был юристом и агрономом, после отъезда из СССР работавшим руководителем отдела поставок химикатов и удобрений в фирме «Амир» в Тель-Авиве. Мать Александра Петровна Макарова работала в столовой местного зооветеринарного института. О своих родителях политик всегда отвечает так: мать русская, отец юрист. Вместе родители не прожили и года. В семье было много детей. Владимир Вольфович стал 6-м ребенком. От первого брака матери у него 5 сводных братьев и сестер. Их отец Андрей Васильевич Жириновский умер в 1944 году. Родного отца будущий политик тоже не знал. Позднее мама Владимира повторно вышла замуж. 2 старших сына были отправлены в Суворовское училище, а 2 старших дочек забрала сестра их отца. С матерью и отчимом остались только Володя и его сводная сестра. Этот семейный союз тоже продержался недолго. Учился будущий политический деятель России в школе номер 25 имени Сдержинского в родной Алмате. Высшее образование юноша решил получить в Москве. Владимир выбрал для поступления историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ. Абитуриенту повезло, он попал в число студентов из бедных семей, которых по разнарядке необходимо было принимать в вуз. Параллельно Жириновский обучался в университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. В 1988 году мужчина защитил докторскую диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации». Еще в молодости он овладел 4 иностранными языками – английским, французским, немецким и турецким. Политическая биография Владимира Вольфовича началась еще в студенческие годы. В молодости он активно начал интересоваться этой стороной жизни страны. Его первым рабочим местом стал Советский комитет защиты мира. В 1983 году он получил должность главы юридического отдела издательства «Мир». Именно там Жириновский начал проявлять себя в роли политического деятеля, выступая на открытых партийных собраниях. Деятельность Владимира Вольфовича стартовала в последние годы эпохи перестройки, в период которых он активно проявлял себя на митингах и участвовал в работе политических организаций. В 1989 году Жириновский стал одним из создателей Либерально-демократической партии, а в марте 1990 возглавил ее. Через год он впервые баллотировался на пост президента России. Первое публичное выступление Жириновского состоялось в мае 1991 года на слушаниях по поводу предстоящих выборов главы. Тогда своей речью Владимир Вольфович убедил половину съезда депутатов проголосовать за его кандидатуру. В 1971 году он женился на своей подруге юности Галине Лебедевой, с которой познакомился в студенческом лагере. Галина младше своего мужа на 3 года. Жена Жириновского по профессии вирусолог, имеет кандидатскую степень биологических наук.
3 года молодые люди просто общались. Мешала бытовая неустроенность, оба хотели состояться в профессии, благополучно окончить институт. В свободное от учебы время Владимир подрабатывал переводчиком, уезжал в заграничные командировки. Уже в те годы молодому человеку удалось произвести впечатление на будущую тещу. Парень периодически забирал Галину из дома на черной «Волге», которая была положена сотрудникам, обслуживающим иностранцев. Высокий. Рост Владимира Жириновского 182 сантиметра. И обходительный поклонник дочери показался женщине надежной кандидатурой на должность зятя. К тому же, к моменту свадьбы Жириновский сумел заработать на первый взнос для получения кооперативной квартиры. В 1978 году супруги Жириновские развелись, но в 1985 семья вновь воссоединилась. В 1993 чета в канун празднования даты своей серебряной свадьбы узаконила отношения по православным канонам и обвенчалась в церкви. Сын Жириновского Игорь Лебедев родился в 1972 году. Он имеет юридическое образование и пошел по стопам родителя в политической карьере. Игорь работал советником министра в Министерстве труда и социального развития РФ, а в 2000 году сменил отца на посту лидера фракции ЛДПР в Госдуме. В 1998 году в семье Игоря Лебедева родились близнецы Сергей и Александр, в связи с чем Жириновский в одночасье стал дважды дедом. Позднее внуки Владимира Вольфовича поступили в пансионат при МГУ. В 1921 году политик отметил 75-летний юбилей. В этот день он был награжден орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. На своей странице в Твиттере Жириновский в день рождения написал, что считает себя счастливым человеком, потому что сказал все, что хотел. Остальные политики, по его мнению, подконтрольны, а он сам себе хозяин. Целью своей жизни Владимир Вольфович назвал помощь России и гражданам. Есть у лидера ЛДПР и внебрачные дети. Дочь Анастасия Петрова, 1983 года рождения. Долгие годы женщина работала на ответственной работе и получила серьезные проблемы со здоровьем. Об этом Жириновский рассказал в интервью «Комсомольской правде» в 2019 году. Кроме того, в возрасте 70 лет Владимир Вольфович официально представил своего внебрачного сына Олега Эйдельштейна, который родился в 1986 году. Его матерью стала Жанна Газдарова. Роман между политиком и девушкой закрутился на Кубе во время деловой поездки. Мальчик воспитывался бабушкой в селении Чекола, Северной Осетии. Позднее окончил МГУ и стал бизнесменом. В апреле этого года политическому деятелю исполнится 76 лет. За всю жизнь он был женат один раз. Подпишись на канал и жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя.